Hello, friends. On our TV, they proudly tell us how Russia is marching toward a bright future. But let's take a look at where it's actually heading and why it's dark, cold, and smells like poverty. Enjoy the show. Если так разобраться, не можем отбить те затраты, которые мы туда вложили. Может, исполняющие власти поменять на более адекватных людей. Будет нам Африка помогать? Не знаю. Так цена уже поднялась на хлеб. Цена уже на хлеб поднялась. 250 рублей стоит. Зимой это еще будет дороже. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году весенние заморозки и сильная засуха погубили урожай в южных регионах страны. Особенно пострадали мелкие и средние фермерские хозяйства. Масса простых людей оказались в критической ситуации. И давайте послушаем, что нам об этом расскажут сельские жители. Ни одного единственного дождя не было. Ни одного. Очень сложно, тем более в деревнях население с самой низкой пенсией. If the heavens won't give us rain, the government will surely make up for it with a downpour of promises. Villages are the backbone of the country, and the worse their residents live, the stronger this backbone becomes. Droughts, frosts. Looks like even nature has sided with the West. Poor us, Russians. Even the weather is against us. Картошка 7 ведер посадили, 3 накопали. Вот как слышу, которые даже держали кроликов, на минимум убирают, потому что кормить нечем будем. Даже кроликов нечем кормить? А где сена нет? Кроликам в зиму надо запас сена. Вот, и курочек сейчас, если я могла держать 30, а сейчас я только смогу 15 прокормить. Скажите, вы фермер, я правильно понял? Да, я фермер, я частный предприниматель, крестьянское фермерское хозяйство. Урожайность 8-10 центнеров с гектара. Это практически ничего. Мы даже не можем, если так разобраться, не можем отбить те затраты, которые мы туда вложили. Russian import substitution at its finest. First, we cut down on rabbits, then chickens, and soon people. After all, who needs a population when it only gets in the way of great geopolitical plans? The farmer's equation: plant 7 buckets of potatoes, harvest 3, which means the remaining 4 buckets are filled with propaganda, explaining why this is actually a success. А сейчас надо думать о будущем урожае и заготавливать новый посевной материал, также удобрения закупать и готовить землю. Это значит солярка, смазочные материалы и запчасти. Где брать деньги? Цена на приемных пунктах довольно-таки слабая. В прошлом году, если оно было зерно, то ладно, можно было бы за счет количества зерна покрыть это. Where can farmers find money for fertilizer and fuel? Well, they could ask the state budget, but it's already spoken for. 100 billion for war, 200 billion for palaces, and for farmers, there's the brilliant wisdom of Russia's finance minister. If you don't buy, prices are normal. Looks like import substitution now means growing tanks instead of crops and harvesting only success reports from the front. Сколько, на ваш взгляд, процентов убила вот эта засуха и морозы? Где-то 65%. Вы понимаете, еще молодежь в хуторах есть, у которых тоже дети, их кормить надо и в школу собирать. Коровку жалко тоже, не выбросишь же. Сена вообще нет, одни палки, колючки. Сколько тюк сена-то стоит? Сейчас 250. В том году 100 рублей стоил тюк. Это 2,5 раза поднялось. На 150 рублей подняли цену. Dollar exchange rate? No, it's the survival rate. Hay is already $3. Soon our newspapers will write, currencies are unstable, invest in hay and thorns. The invisible hand of the market is at work again. You can't just throw out a cow. Then again, you can't do that with pensioners either, yet. But Росстат is already developing a new metric. Natural population cost reduction. Ой, одни палки, вот сами можете посмотреть. Так что, не знаю, будет у корова есть. Половину, наверное, придется выкидывать палок с тюков. А чтобы корову прокормить, вот уже нету, полная засуха, уже мы кормим коров сеном, потому что им нечего есть, так как все засохло.
А так вообще, да, распродают. У нас в нашем хуторе держали коров, они продали коров, потому что заготавливать негде, у кого нету техники. The economy of the Golden Horde era. Once upon a time, Russian lands paid tribute to the Mongols, giving up cattle, grain, and even people. 800 years later, nothing has changed. The tribute now goes to the state instead of the Khan, but the principle remains the same. You give up your cow just to avoid starving. Яблоки, вишни, что-то. Ничего, ничего, все цвело и все побило морозом. Да, травы коровам нету, бедным, не знаем, что делать. Везде погорело. Об одних тут спросили, сказали, рулон сена 7 тысяч. Попробуй купить его. Повезем на рынок, говорят, дорого. Банка молока им дорого. Мы понимаем, дорого. Ну и нам вроде бы ж недешево достается наш труд. Не знаю, что зимой будем делать. Все побило. Деревья побило, не то, что это. Деревья побило, вон, пойдите, поглядите. Торчат одни пеньки. Но как вы считаете, вот Африке помогаем, а тяжелые времена сейчас у нас настанут. Будет нам Африка помогать? Не знаю. Навряд ли. Oh, we've seen this before. Back in the 1930s, Stalin decided there were too many peasants and launched collectivization. But now, things are much simpler. No need for forced dispossession. Just create conditions where people willingly get rid of their livestock. No coercion, pure democracy. After all, Russia is a great agricultural power. So great that even grass won't grow, and keeping cattle is no longer worth it. At this rate, we'll soon be importing manure. Это ячмень яровой. Да никакого урожая, вы сами видите. Он, во-первых, он даже по росту не вырос. Хотя вносилось удобрение и при посеве, и во время подкормка шва. Цены на удобрения, как в этом году? Дороговато. Страна, которая сама производит газ и все прочее, и цены на удобрения на ту же аммиачную селитру очень высокие. Самая простейшая селитра, а более-менее сложная, там цены, конечно, вообще не подступишься. A Shakespearean tragedy. To be or not to be a harvest. Judging by fertilizer prices, the answer is obvious. And while Hamlet in the original tragedy pondered life and death, Russian farmers face a much simpler dilemma: how to survive when the government does everything to make them give up. At this rate, Russia's next classic won't be Shakespeare, but The Grapes of Wrath, without the grapes. Я вот смотрю, в магазинах огурцы даже в цене почти не падали. Вот сейчас опять уже по 120, по 130 рублей за килограмм. Как вы считаете, цены дальше будут расти или остановятся? Ну, конечно, будут расти, так как уже сейчас сезон заканчивается. У нас сезон начался засуха, из-за этого они поднялись. Сейчас из-за того, что у нас не будет огурцов, они еще поднимутся. Мы посадили, оно ничего нету вообще. Ни картошки, картошка с одну, и она вся прелая. Вся она засохла там прям. Так цена уже поднялась на хлеб. Сейчас она у нас, вот Автолавка возит 43 рубля булка хлеба. Ты ее ешь раньше, если там могла позволить крошки, кусочки оставались, это самое, курочкам. А сейчас, если кусочек остался, мы уже курочкам не можем дать, потому что булка хлеба 43 рубля. 25 years in power. And here's the result. Putin promised the world's fifth largest economy by 2020. Instead, all Russia got was a 5-star economic beating, right on schedule. Food security? Never heard of it. But the Kremlin probably still remembers how, back in 2002, they promised every Russian 100 square meters of housing. I wonder where it is. Maybe in the same place where potatoes are supposed to grow, buried under corruption and empty promises. Когда такое было, что картошка в настоящее время 60 рублей килограмм. Бензин дорогой, и солярка дорогая. Только одна надежда, что нас услышит государство. Что-то будет, какая-то дотация, какая-то помощь. Запчасти очень повысились. Качество, конечно, понизилось, а цены повысились. А такие средние и малые фермера, как мы, нам очень тяжело.
Оно даже больше, вот, я говорю, сейчас выживаешь за счет своего подсобного еще хозяйства, личного. Уже оттуда берешь деньги на вложение в фермерство, чтобы, ну, не заглохнуть совсем. Russia is a great independent country, independent above all, from cheap fuel, quality spare parts, and affordable food. But hey, at least we broke free from the West. Now potatoes cost about as much as a tank shell, and both end up buried in the ground. Soon they'll proudly announce, our citizens pay more for fuel than in Europe. That means we're catching up with developed countries. Full independence. From common sense. Купить комбайн новый. Ну, лично для меня, конечно, это не то, что трудно, это просто непосильная проблема. Люди вот, и земли у них побольше, и вот по 500 гектар, это довольно-таки неплохо. Брали комбайн в лизинг, и еле-еле они с этим всем рассчитались. И то, что качество нашей техники не соответствует нашим ценам на нее. И в этом году он у них на уборке подводил не один раз. On TV, they shouted that Russia is back on its feet and now makes harvesters as good as Western ones. Except the price is like German ones, the quality is like Chinese ones, and the only people who can afford them are those who don't really need them. Thanks to Putin's brilliant foreign policy, our fridges will always be full, declared the director of the Rostov morgue. Раньше у вас здесь совхоз был, колхоз? Колхоз был. Ну, 12 тысяч СТФ я знаю, по 3, по 4 тысячи в соседнем хуторе было крупнорогатого. А частники у нас вот в хуторе по 70, по 100 голов было крупнорогатого. Вот лично я держала, 3 коровы было, и эти телята были. Когда... Это сильно давно было? Ну, это было, сейчас скажу, лет 10 назад. Ну, а сейчас 3 дома держит. Их 5 коров на весь хутор. Russia once thrived on its own agriculture, but now it survives on imports and overpriced substitutes. It's like an addict who was once strong, but now sells off everything for just one more stability fix. And instead of getting clean, Russia does what any true addict would, drag its neighbors down too. If everyone's in the pit, there is no pit. Ну, потому что нет сбыта. Чтобы молоко продать, надо сидеть на рынке. Раньше у нас забирало государство. Приезжала машина, мы сдавали в государство, и нам из-за этой зерна давали и деньги давали. Хочешь, не хочешь, корову держишь, молоко на базар отвезешь, еще толком не берут. Жарко, потому что так и крутимся потихоньку, если бы не хозяйство свое. А у нас было сколько? 180 голов было, сейчас осталось там коров 5 из-за всего хутора. Попродавались, ну невыгодно просто. Кто ж страну-то молоком поить будет? Ну кто, сейчас они вот порошки разводят, штампуют в бутылки, их пить невозможно, еще детей поят. А вот бабушка поедет с молоком, на базаре стоит, продать не может. Задешево тоже молоко неохота отдавать, то что сами видите, и сено покупаешь, и выводишь, чтобы что-то окупилось хотя бы. Вот так вот. Milk is always in demand, but in Russia, it's unprofitable. There's no one to sell it to because people are broke. The great closed loop of Putin's economy. It's not worth milking a cow when your buyers have already been milked dry by their own government. Don't want to be poor? Just stop thinking that way. Golden advice from psychologists. By the way, we recently saw a survey where Russians confidently called themselves middle class on $560 a month. Be sure to check it out on my channel if you haven't seen it yet. Много очень коров было. Все поздавали на мясо, я сама работала на ферме. Подогнали рефрижератор и погрузили, и все. И разогнали весь колхоз. А где же новые фермы, где новые стада коров? Нету, ничего нету. Все развалили, все развалили. Строится, ничего не строится. Ничего не построили. Ни здесь, ни в хуторе, ни там. Так куда же мы катимся-то, бабушка? Знаю кому, не знаю, в чем мы катимся. Должно хорошо жить, а ничего хорошего нет. What a pessimistic report. Everyone you meet is complaining, but what about national pride?
Farmers' wages are stuck in the Middle Ages, while food prices are straight out of Europe, and people still wonder where we're heading. Obviously, toward a bright future. Russia is a true economic genius, producing less, getting worse quality, and paying more for it. Но вот вы верите, что изменится ситуация, и у нас опять появятся на полях тысячи голов скота, как было раньше? Хотелось бы, конечно, чтобы это все как-то и колхозы были. Но, если честно, мне с трудом верится в это. А почему вам не верится? Ну, потому что колхозов сейчас нету, государство этим не занимается. Это все в твоих руках. Хочешь заниматься, это только вот твой труд и твои руки. Никакой помощи, ничего нету. Никаких льгот, чтобы зерно купить. Если в том году мы по 9 брали, в этом году уже по 11 за килограмм. А так вообще, если брать в магазинах, там 24 рубля за килограмм идет. Это очень высоко. And we'll have 1,000 cattle in the fields again like before. Oh, absolutely. Just not cattle. Mobilize soldiers. The government no longer deals with agriculture, but it's fully committed to supplying fresh meat, just not to the markets. You say this year's harvest is weak? Well, according to Ukrainian intelligence, it's been quite a bumper crop. But what did you expect? Agriculture is boring. Plant, wait, harvest. War is much more exciting. New fields every day, new crops, and always fresh losses. Если сейчас сено 250 рублей стоит, зимой это еще будет дороже. А что же делать, если зерновые сейчас повысятся в цене? Ну, кто-то распродает, кто-то на убой. Ну, стараемся, нет. Стараемся своими силами продать молоко и купить. А если, ну, я не знаю, если пропадет, ну, только убой. Лично на моем хозяйстве это очень плохо отразится. У меня еще свиноводство есть. Вот, знаешь, поголовье будем сокращать, потому что в зависимости надо рассчитывать на базу кормления. Коровец тоже я держу, коров. Ну, в общем, будем сокращать. Это значит меньше молока, меньше мяса, меньше всего остального. During the Great Depression, American farmers suffered too. Prices crashed, poverty spread, and the government didn't know what to do, but at least they tried to find a way out. In Russia, the solution has long been found. Just leave people alone with their problems. They work, create, and feed the country, not thanks to the state, but despite it. Eternal respect to those who keep going, even when the system works against them, the true masters of the land. Сельским хозяйством давно занимаетесь? Ну, 5 лет занимаюсь. Нравится вам это? Очень нравится. Мы их всех любим, как, не знаю, как это член семьи. Это черныш, это пирожок, это бычки. Коровы у нас сейчас на данный момент пасутся. Вот. Тяжелый это труд заниматься сельским хозяйством? Очень тяжелый. Это не каждый решится на это. Ну, мы решились. Муж у меня любит это. А я вообще сама городская жительница, но вышла замуж, и мне это тоже понравилось. Кто, если не мы, если не в деревне, это все держать. Это все домашнее, не порошковое. Если посмотреть все составы молока, что делается, творога и что домашнее, это совсем другое дело. She's from the city but moved to the countryside for her husband, taking on the hard work and refusing to give up. Just like Scarlett O'Hara in Gone with the Wind, except instead of a plantation owner, there's a farmer, and instead of cotton, there are cows. Let's just hope she doesn't end up saying, "I'll never be hungry again." A strong woman, her days are endless hard work, but she doesn't give up because she knows, if not them, then who? Basically like the Terminator, except instead of "I'll be back", it's "I'll be milking". Молодые поколения перенимают сельское хозяйство? Нет, никто не перенимает. Вот это мое, наверное, поколение, это последнее, кто занимается. Если бы можно было зарабатывать, молодежь бы осталась. И самому пожить, и семью свою содержать нормально, и, так сказать, и одеваться, и ту же машину прикупить, и все остальное. Просто молодежь нужна. Почему молодежь-то не едет, почему не остается? Ну, работать надо здесь. А есть работа? Нет. Что с работой-то? Да нету нигде работы. В Гуково самое
Если есть работа, это 12-15 тысяч зарплата. Ну что это в месяц? Наверное, надо что-то менять. А что, может, исполняющие власти поменять надо? На более адекватных людей. Russian deputies aren't worried about the future of farmers. Their own future has long been secured in London, Dubai, and Nice. Meanwhile, Putin never stops repeating that the collective West is desperate to seize Russia's resources. Strange words from those who don't even let their own people have access to them. And now, after years of raging against Western imperialism, he's practically batting his eyelashes at Trump, inviting him to come and drill his precious rare earth holes. Помнится, как во время пандемии государство стало активно помогать банкирам. Ну, наверное, как самым несчастным. А вот вопрос. А что будет с теми, кто действительно кормит страну и сейчас оказался в таком тяжелом положении? И хочется, чтобы где-то далеко отсюда, в московской депутатской столовой, беря очередной ломтик хлеба с тарелки, почаще вспоминали, откуда этот хлеб берется и какой ценой добывается. Дорогие друзья, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. While some preach greatness on TV, others show who really pays for it. No wonder they want to block YouTube. These hard-working, honest people deserve support. Huge thanks to this independent journalist for exposing the truth about life in small towns and villages. Wishing you safety and strength in these times. Thank you all for watching. Don't forget to leave a like, subscribe if you haven't already, and share this video with your friends. It really helps with YouTube promotion. If you have the opportunity and desire, consider supporting the channel with donations. You can either become a Patreon sponsor for just $3 a month, gaining access to exclusive content and early video releases, or make a one-time donation through Buy Me a Coffee. Financial support is crucial for the channel's survival. Don't let the Kremlin silence me. Not saying goodbye. See you soon.